Урок 1. Трансфер. Я только что услышал, что отель предлагает трансфер до торгового центра, что довольно удобно. Звучит фантастически. Как часто оно работает? Он ходит каждые 2 часа, поэтому нам не придется беспокоиться о поиске такси. Отлично. Это дает нам достаточно времени для посещения разных магазинов. Да, и мы можем даже пообедать, пока будем там. Звучит как отличный план. Я люблю ходить по магазинам и посещать новые рестораны. Я тоже. Мне не терпится увидеть, какие магазины есть в торговом центре. Надеюсь, у них есть уникальные бутики. Всегда интересно найти что-то особенное. Определенно. Кроме того, мы можем не торопиться, зная, что шаттл прибудет в нужное время. Урок 2. Прохождение времени. Вы заметили, как быстро недели превращаются в месяцы? Да, это потрясающе. В один момент кажется, что мы только начали год, а в следующий момент он почти закончился. Я знаю, время летит довольно быстро, особенно когда вы заняты работой и жизнью. Это действительно заставляет вас больше ценить маленькие моменты, не так ли? Абсолютно. Я стараюсь напоминать себе о том, что нужно радоваться каждому дню, а не просто торопиться. Отличный настрой. Иногда я забываю сбавить скорость и насладиться путешествием. Это легко сделать, особенно когда жизнь становится суматошной. Верно. Но когда мы оглядываемся назад, мы больше всего ценим эти маленькие моменты. Именно так. Итак, давайте позаботимся о том, чтобы в этом году у вас остались прекрасные воспоминания. Урок 3. Достопримечательности, которые стоит посетить. Если вы планируете поездку во Францию, обязательно посетите Эйфелеву башню. Я всегда хотела это увидеть. Что в этом особенного? Что же это не просто культовое место, ведь сверху захватывает дух. Звучит невероятно. Могу себе представить, как это должно быть красиво. Это так. Кроме того, окружающие сады идеально подходят для неторопливой прогулки. Звучит прекрасно. Есть ли другие достопримечательности, которые вы рекомендуете? Определенно, обязательно посетите Лувр, особенно если вы любите искусство. Я действительно обожаю искусство. Мне бы очень хотелось увидеть Мону Лизу лично. Вы будете удивлены, насколько оно невелико по сравнению с ажиотажем. Урок 4. Цели в подтягивании. В последнее время я думаю о том, как я хочу улучшить свои силы. Отлично. Какие конкретные цели вы преследуете? Я очень хочу иметь возможность делать больше подтягиваний. Для меня это было настоящим испытанием. Подтягиваться сложно, но постановка цели — это первый шаг. Именно так. Я начала тренироваться, чтобы укрепить верхнюю часть тела. Это разумный шаг. Когда речь идет о силовых тренировках, главное — постоянство. Я согласен. Я также смотрел обучающие видеоролики, посвященные лучшим техникам. Отличная идея. Изучение правильной формы может иметь огромное значение. Конечно, мне не терпится увидеть свой прогресс в ближайшие несколько месяцев.
Урок 5. Обогащение традиций. Вы когда-нибудь сталкивались с культурными традициями, которые действительно нашли отклик у вас? Да, однажды я была на местном фестивале, и это было очень интересно. Звучит замечательно. Что сделало его таким особенным? Так все собрались вместе, чтобы отпраздновать свое наследие. Мне нравится это чувство общности. Вы участвовали в каких-либо мероприятиях? Да, я попробовал традиционные блюда и даже потанцевал. Наверное, было очень весело. Мне бы очень хотелось испытать нечто подобное. Тебе стоит. Это дает вам более глубокое понимание культуры. Я в это верю. Традиции часто содержат такие значимые истории. Урок 6. Приключения с принтом лап. Не могу дождаться нашего приключения на свежем воздухе. И в эти выходные. Звучит потрясающе. Мы можем использовать изображение с отпечатком лапы прямо здесь. Верно. Да, это прекрасно. Он предназначен для всех типов местности. Потрясающе. Мне нравится проводить время на свежем воздухе и исследовать новые тропы. Я тоже. Все готовы к нашим приключениям, а погода выглядит прекрасной. Это просто фантастика. Я собрал для нас закуски и напитки. Отличное мышление. Небольшой пикник сделает его еще более приятным. Именно так. Это будет веселый день, наполненный природой и вкусной едой. Я с нетерпением жду этого. Это будет незабываемый опыт. Урок 7. Финансовые проблемы. Вы когда-нибудь беспокоитесь о деньгах? Да, иногда да. Это постоянно беспокоит многих людей. Я могу общаться. У меня часто возникают проблемы с финансами, особенно в трудные месяцы. Сложно, не правда ли? Балансировать расходы и экономить может быть непросто. Определенно. Я стараюсь уложиться в бюджет, но всегда возникают непредвиденные расходы. Такова реальность жизни. Нашли ли вы какие-либо стратегии, которые помогли бы вам? Я стала более... Внимательно отслеживать свои расходы, что очень помогает. Это разумный подход. Осведомленность может привести к принятию более эффективных финансовых решений. Именно так. Я учусь ставить свои потребности выше желаний. Урок 8. Трудности рисования. Я работала над проектом по рисованию, и это было непростое путешествие. Звучит интересно. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями на этом пути? Да, мне было немного трудно получить четкие прямые линии по краям. Могу себе представить, что это сложно. Как вы с этим справились? Я много тренировался и научился использовать малярный скотч для повышения точности. Отличный совет. Должно быть, это существенно изменило ситуацию. Это действительно сработало. Теперь я чувствую себя увереннее в своих навыках рисования. Это просто фантастика. Удивительно, чего может достичь практика. Мне не терпится увидеть, как получится финальная пьеса. Урок 9. Идеи для отдыха на выходных.
Эй, мне очень нужен перерыв. Есть идеи для нашего отдыха на выходных? Как насчет поездки в горы? Свежий воздух освежал бы. Звучит отлично. Мне бы не помешало провести время на природе, чтобы зарядиться энергией. Абсолютно. Мы можем отправиться в поход, исследовать окрестности и полюбоваться прекрасными пейзажами. Мне нравится эта идея. Кроме того, мы можем отдохнуть у озера или развести костер. Да, это был бы отличный способ расслабиться и пообщаться с природой. Я уже в восторге. Давайте начнем планировать наш маршрут. Определенно, мы можем превратить это увлекательное приключение, наполненное воспоминаниями. Не могу дождаться. Эти выходные будут потрясающими. Урок 10. Сведения об отъезде. Его отправление запланировано через 30 минут. Вы готовы? Да, я почти упакован. Есть ли конкретная линия, по которой нам нужно зарегистрироваться? Думаю, для тех, у кого есть билеты, есть приоритет. Приятно это знать. Нам следует отправиться туда, чтобы избежать спешки. Согласен? Лучше приехать пораньше, чем рисковать опоздать на наш рейс. Абсолютно. Я бы предпочла отдохнуть перед посадкой. Именно так. Кроме того, мы можем быстро перекусить перед отъездом. Звучит великолепно. Давайте убедимся, что у нас есть все необходимое. Да, не могу дождаться начала нашего приключения. Урок 11. Спортивное доминирование. Удивительно, как такие виды спорта, как бейсбол, плавание и гольф, доминируют на спортивной сцене на протяжении многих лет. Абсолютно. У этих видов спорта богатая история, и в них родились невероятные спортсмены. Интересно, что Дитрихсон всегда находил способ преуспеть в этих видах спорта, демонстрируя свой выдающийся талант. Это впечатляет. Его преданность делу, должно быть, вдохновила многих молодых спортсменов на осуществление своей мечты. Конечно. В каждом виде спорта есть свои уникальные задачи, и их освоение требует много тяжелой работы. Да, и чувство общности в этих видах спорта также может быть весьма мотивирующим. Определенно, будь то болеть за любимую команду или соревноваться с друзьями, это объединяет людей. И удивительно видеть, как эти виды спорта могут преодолевать культурные барьеры, объединяя людей из разных слоев общества. Именно так. Дух соперничества и товарищества поистине не универсален. Урок 12. Городские крайности. Жизнь в очень оживленном и быстро меняющемся городе может быть одновременно веселой и утомительной. Я полностью согласен. Энергия заразительна, но от постоянной суеты может быть слишком много. И нас часто поражает чрезмерное богатство вокруг нас, удивительно видеть такое неравенство. Да, увидеть контраст между роскошью и трудностями в городских условиях открывает глаза. Это действительно заставляет задуматься о том, что значит успех и как он различается у разных людей. Абсолютно. В таких условиях важно сохранять спокойствие и помнить о ценности эмпатии. Конечно,
Взаимодействие с различными сообществами помогает нам понять разные точки зрения. Мне это нравится. Это обогащает нашу жизнь и помогает нам лучше понять окружающий мир. Именно так. Из истории и опыта каждого человека можно многому научиться. Урок 13. Чудеса береговой линии. Знаете ли вы, что более 17 тысяч километров береговой линии богаты спортивным рыболовством? Ух ты! Это невероятно! Наверное, это рай как для любителей рыбалки, так и для любителей пляжного отдыха. Абсолютно. Здесь есть множество пляжей и пристаней для яхт, поэтому здесь есть что исследовать и наслаждаться. Похоже, это идеальное место для летнего отдыха, наполненного солнцем и веселыми развлечениями. Да, побережье предлагает не только рыбалку, но и возможности для парусного спорта и водных видов спорта. Могу себе представить, как я проведу день на лодке в окружении прекрасных видов. Именно так. Это идеальный способ расслабиться и побыть наедине с природой. И давайте не будем забывать о потрясающих закатах, которые можно наблюдать вдоль берега. Определенно. Эти моменты могут быть поистине не волшебными и стоят каждой проведенной там секунды. Урок 14. Подключение к интернету. Если бы мы могли найти место с работающим подключением к интернету, это бы отлично пошло на пользу нашим планам. Я полностью согласен. Стабильное соединение очень важно, особенно если нам нужно оставаться на связи с работой. Именно так это позволяет нам совмещать досуг и продуктивность, наслаждаясь временем вдали от дома. Кроме того, возможность исследовать местные достопримечательности и рестораны может улучшить наше впечатление. Абсолютно. Удивительно, как технологии могут помочь нам извлечь максимум пользы из наших приключений. И давайте не будем забывать делиться своим опытом в социальных сетях. Приятно держать друзей в курсе событий. Да, запечатлеть эти моменты и мгновенно поделиться ими — это еще один слой в наших путешествиях. Мне это нравится. Это создает незабываемые воспоминания, которые мы можем оглядываться назад и беречь. Именно так. Нашим главным приоритетом будет поиск идеального места с доступом в интернет. Урок 15. История чипчата. Слышали ли вы о чипах, используемых для рафинирования и металлообработки на протяжении всей истории? Да, у меня есть. Удивительно, как они сыграли решающую роль в развитии различных цивилизаций. Несколько армий объединились на Чипчате, который стал важным центром этой отрасли. Это так интересно. Удивительно, как определенные места могут влиять на торговлю и технологии. Именно так. Спрос на рафинированные мета и стимулировал инновации и формировал экономику. И истории, лежащие в основе этих достижений, часто весьма примечательны, не так ли? Да, каждое открытие открывало новые возможности и трансформировало общество. Невероятно думать о том, какое влияние металлообработка оказала на нашу повседневную жизнь сегодня. Конечно. Понимание этой истории помогает нам оценить технологии, которые мы часто воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Урок 16. Дорожка памяти. Знаете, когда я смотрю на свои фотографии, воспоминания возвращаются в мой мозг. Это такое прекрасное чувство.
На фотографиях можно запечатлеть моменты, которые в противном случае мы могли бы забыть. Именно так. Каждая картина рассказывает историю и навевает чувства, связанные с тем временем. Мне нравится, как одно изображение может вернуть вас в определенное место и момент вашей жизни. Да, это все равно, что пережить все заново, не так ли? Определенно. А обмен этими воспоминаниями с друзьями делает их еще более особенными. Конечно, когда я смотрю эти фотографии, мне всегда нравится вспоминать о наших приключениях. Я тоже. Это укрепляет наши связи и сохраняет наш общий опыт. Думаю, нам следует завести альбом для вырезок, чтобы сохранить некоторые из наших любимых воспоминаний. Урок 17. Стоматологический осмотр. Недавно я прошла стоматологический осмотр, и это был настоящий опыт. Правда. Что произошло во время вашего визита? Стоматолог положил мне на язык палочку и светил мне в рот для тщательного осмотра. Звучит очень интенсивно. Важно следить за здоровьем зубов. Абсолютно. Это немного неудобно, но необходимо для поддержания здоровой улыбки. Я согласен. Регулярные осмотры могут помочь выявить любые проблемы до того, как они станут серьезными. Да, и стоматолог дал мне несколько советов по улучшению гигиены полости рта, и это было полезно. Отлично. Умение ухаживать за зубами необходимо для здоровья в долгосрочной перспективе. Конечно, я всегда чувствую облегчение после осмотра, зная, что все в хорошем состоянии. Урок 18. Разочарование в покупках. Вчера я пошел в магазин в надежде найти выгодные предложения. Тебе повезло. Да, у них было несколько товаров в продаже, но, к сожалению, ни один из них не был нам нужен. Это всегда разочаровывает. Очень неприятно, когда вы ищете что-то конкретное, а ничего не подходит. Именно так. Я надеялся найти что-то самое необходимое, но все оказалось не так. Понимаю. Иногда шопинг доставляет больше хлопот, чем того стоит. Конечно, лучше подождать и найти именно то, что вам нужно, чем соглашаться на меньшее. Я согласен. Давайте продолжим следить за лучшими продажами или, возможно, попробуем в другом магазине. Определенно. Думаю, нам повезет больше, если мы рассмотрим больше вариантов. Урок 19. Перспектива счастья. Знаете, иногда я ловлю себя с хмурым взглядом на лице и удивляюсь, почему. Это интересно. Важно поразмышлять о своих эмоциях. Да, мне нравится быть счастливой, и я стараюсь сохранять этот позитив в своей жизни. Это отличный образ мышления. Сохранение позитивного настроя действительно может повлиять на ваше общее самочувствие. Абсолютно. Большую часть времени я счастлива, но легко позволить мелочам дойти до тебя. Понимаю. Все дело в том, чтобы найти баланс и сосредоточиться на том, что приносит вам радость. Именно так. Окружение себя положительными впечатлениями действительно помогает. Да, обмен приятными моментами с друзьями может поднять вам настроение. И я думаю, что очень важно развивать счастье
и я всегда ищу способы сделать это. Урок 20. Планирование конференций. Звучит неплохо. Думаю, сегодня после обеда нам очень важно провести продуктивную встречу. Абсолютно. Я забронирую для нас конференц-зал, чтобы мы могли все подробно обсудить. Отличная идея! Наличие выделенного места поможет нам сосредоточиться на повестке дня. Да, и это позволит нам провести мозговой штурм, не отвлекаясь. Я согласен. Важно создать среду, способствующую творчеству и сотрудничеству. Именно так. Я позабочусь о том, чтобы комната была оснащена всеми необходимыми инструментами. Отлично! Я с нетерпением жду нашего обсуждения и новых идей, которые мы придумаем. Я тоже. Всегда интересно открывать новые возможности вместе. Давайте сделаем эту встречу максимально продуктивной. Урок 21. Основы упаковки. Это правда. Прежде чем мы отправимся в путь, давайте составим список того, что нам нужно взять с собой. Звучит как умная идея. Это поможет нам не забыть ничего важного. Именно так. Обычно я забываю о мелочах, а наличие списка значительно упрощает процесс упаковки. Хорошие замечания. Как вы думаете, с чего нам начать? Нам определенно нужно упаковать одежду, подходящую для погоды, поэтому сначала мы должны проверить прогноз. Верно. И мы не можем забыть такие предметы первой необходимости, как туалетные принадлежности и зарядные устройства для наших устройств. Да, эти вещи легко не заметить, но они крайне важны для комфортного путешествия. Как насчет закусок и напитков? Думаю, нам стоит взять их с собой в путешествие. Абсолютно. Хороший выбор закусок может сделать длительную поездку намного приятнее. Урок 22. Оставайтесь верными. Знаете, я размышлял о том, как важно всегда держать руль в тонусе, особенно когда жизнь становится трудной. Это так. Перед нами стоит множество проблем, но именно надежда и решимость помогают нам двигаться вперед. Именно так и просто невероятно видеть, сколько людей прошли курс обучения у нас, поделившись нашим видением и мечтами. Я согласен. Их поддержка имеет большое значение, побуждая нас пережить трудные времена. Надежда — мощный мотиватор, не так ли? Она дает нам силы верить в светлое будущее. Да, и приятно осознавать, что мы не одиноки в своем путешествии. Мы создали сообщество, основанное на наших устремлениях. Абсолютно. Это напоминание о том, что вместе мы можем преодолеть все и достичь наших целей. И мы всегда должны чествовать тех, кто поддерживает нас. Именно они вдохновляют нас двигаться дальше. Конечно. Давайте продолжим распространять эту надежду и позитив. Именно это делает жизнь по-настоящему прекрасной. Урок 23. Секреты ухода за волосами. Я слышала, что авокадо и оливковое масло прекрасно кондиционируют волосы. Удивительно, как натуральные ингредиенты могут творить чудеса. Абсолютно. Они богаты питательными веществами, которые питают волосы изнутри, укрепляя их здоровье и придавая им блеск. Но как они на самом деле работают? Мне интересно узнать, какие научные основы лежат в основе этих ингредиентов.
Что ж, авокадо богат витаминами и жирными кислотами, которые помогают увлажнить кожу головы и укрепить волосы. В этом есть смысл. А как же оливковое масло? Я слышала, что оно уменьшает пушистость волос и придает им приятный блеск. Да, оливковое масло создает защитный барьер, удерживая влагу и увлажняя волосы. Удивительно, как такая простая вещь может так сильно повлиять на здоровье наших волос. Определенно. Кроме того, использование натуральных продуктов — отличный способ избежать агрессивных химических веществ, содержащихся во многих коммерческих средствах по уходу за Думаю, нам волосами. стоит попробовать сделать маску для волос вместе. Это может быть веселое и полезное занятие. Урок 24. Чудеса дикой природы. Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько разнообразен наш ландшафт, где обитает так много невероятных млекопитающих? Абсолютно. Удивительно думать о таких диких животных, как лось, снежный баран и даже медведи-гризли, которые процветают в естественной среде обитания. И давайте не будем забывать о карибу. Это такие величественные существа, которые бродят на огромные расстояния. Да, они воплощают в себе дух дикой природы, и увидеть их в естественной среде обитания — захватывающий опыт. Мне нравится, что каждый вид играет уникальную роль в экосистеме, создавая баланс, поддерживающий жизнь. Именно так. Защита этих мест обитания крайне важна для сохранения биоразнообразия и обеспечения возможности пользоваться ими для будущих поколений. Мы должны беречь окружающую среду и выступать за охрану окружающей среды. Не могу не согласиться. Каждое действие имеет значение, и даже небольшие изменения в нашей повседневной жизни могут оказать значительное влияние. Вместе мы сможем повысить осведомленность и вдохновить других ценить и защищать нашу прекрасную дикую природу. Урок 25. Основы моды. Знаете, мне бы очень пригодились новый ремень и кошелек. Мои нынешние выглядят довольно изношенными. Отличная идея. Стильный ремень действительно украсит образ, а хороший кошелек — это всегда практичная инвестиция. Есть ли у вас какие-либо предпочтения или стили, которые, по вашему мнению, подойдут мне? Думаю, классический кожаный ремень не подвластен времени, и он отлично сочетается практически со всем. Это правда? А для кошелька может быть что-то тонкое и функциональное, но все же достаточно стильное для повседневного использования. Да, именно так. Для удобства необходим кошелек, в котором можно хранить все ваши карты и при этом не быть громоздким. Я ценю ваши советы по моде. При покупке предметов первой необходимости всегда полезно получить второе мнение. В любое время. Кроме того, совместный шопинг приносит вам больше удовольствия, и мы можем помочь друг другу найти лучшие варианты. Я с нетерпением жду этого момента. Небольшой шопинг-терапевт — отличный способ провести день. Урок 26. Удобство использования цифровых технологий. В последнее время я много слышу о цифровых посадочных талонах. Действительно ли они надежны для авиаперелетов? Да, они достаточно надежны и стали нормой для многих авиакомпаний. Они значительно упрощают процесс регистрации. Отлично. Так удобно иметь все в телефоне, а не возиться с бумажными билетами. Абсолютно. Кроме того, это снижает риск потери посадочного талона перед полетом. Мне интересно, все ли аэропорты принимают цифровые и посадочные талоны, или все еще есть такие, где нужны бумажные? Большинство крупных аэропортов принимают их,
но на всякий случай лучше заранее связаться с авиакомпанией. В этом есть смысл. Важно быть в курсе последних правил путешествий, чтобы избежать сюрпризов. Определенно. Путешествие с меньшими хлопотами делает весь этот опыт намного приятнее. Я с нетерпением жду возможности попробовать его в нашей следующей поездке. Мне кажется, что это шаг к более современному путешествию. Урок 27. Воспоминания у костра. В том, чтобы собираться у костра и петь песни, есть что-то особенное. Это оставляет воспоминания на всю жизнь. Я полностью согласен. Эти моменты объединяют людей таким уникальным и искренним образом. Только подумайте о тепле огня, звуке смеха и мелодиях, наполняющих ночной воздух. Это волшебно. Каждая песня рассказывает историю, и кажется, что мы делимся друг с другом частичкой наших сердец. Именно так. И этот совместный опыт часто приводит к более глубоким связям и дружбе. Да, они верят. Это напоминание о простых жизненных удовольствиях, которые мы часто воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Думаю, нам стоит спланировать поход в ближайшее время. Это будет прекрасная возможность создать больше таких воспоминаний. Звучит замечательно. Я уже представляю, как мы сидим у костра, поем любимые мелодии и наслаждаемся обществом друг друга. Давайте воплотим это в жизнь. Я не могу дождаться этих незабываемых моментов вместе. Урок 28. Вегетарианские блюда. Недавно я открыла для себя место, где предлагают вегетарианские блюда, и мне очень приятно найти хороший выбор. Это просто фантастика. Для ресторанов важно учитывать разные диетические предпочтения, чтобы все чувствовали себя вовлеченными. Абсолютно. Я была приятно удивлена разнообразием блюд. Это были не просто салаты, а настоящие сытные блюда. Приятно это слышать. Когда рестораны предлагают оригинальные вегетарианские блюда, это действительно может изменить гастрономические впечатления. Мне было интересно, где я могу найти больше таких мест. Я хочу попробовать разные кухни. Вы можете заглянуть в местные кулинарные блоги или приложения, специализирующиеся на вегетарианских и веганских блюдах. Это умная идея. Мне нравится открывать для себя новые места и пробовать разные блюда. Я тоже. Давайте поставим себе цель посещать новый ресторан каждую неделю. Это может стать нашим маленьким приключением. Я в деле. Совместное приготовление еды — это интересный способ расширить наши кулинарные горизонты. Урок 29. Олимпийское наследие. Было много дискуссий об Олимпийских играх и о том, как все изменилось за последние несколько десятилетий. Да, интересно поразмышлять о первоначальном ведении движения и о том, поддерживается ли оно до сих пор. Интересно, действительно ли Международный олимпийский комитет следует плану основателя или же он отошел от своих истоков? Это верное замечание. Дух Олимпиады был призван способствовать единству и спортивному мастерству между странами. Именно так. Тем не менее, несмотря на всю коммерциализацию и политику, иногда кажется, что это послание потеряно. Я согласен с этим, и в связи с этим возникают вопросы о будущем Олимпийских игр и о том, что они собой представляют. Важно продолжать обсуждать эти темы, они формируют наши отношения к международному спорту и сотрудничеству. Да, и, возможно, поделившись своими мыслями,
мы сможем вдохновить других принять участие в этом важном разговоре. Давайте продолжим изучение этих идей. Интересно наблюдать за тем, как история влияет на настоящее. Урок 30. Исторические трагедии. Вы слышали о трагической судьбе всей королевской семьи во время большевистской революции? Да, эта новость была слишком ужасной для многих. Она кардинально изменила ход истории. Трудно поверить, что такую могущественную семью можно было так быстро разрушить. Абсолютно. Их история служит ярким напоминанием о хрупкости власти и последствиях политических потрясений. Я часто задаюсь вопросом, насколько изменился бы сегодняшний мир, если бы у них все сложилось по-другому. Это наводящий на размышления вопрос. История полна моментов, которые могли пойти совершенно разными путями. И важно помнить об этих событиях, поскольку они формируют наше понимание общества и управления. Да, изучение истории помогает нам извлекать ценные уроки, которые актуальны и сегодня. Давайте продолжим обсуждение этих тем. Они углубляют наше понимание сложностей человеческого опыта.